Путешествие во время пандемии однозначно было нелегкой задачей в течение последних нескольких месяцев, но при этом границы между европейскими странами были более-менее открыты. И у меня давно была эта идея отправиться в автопутешествие по Австрии, посетить самые крупные города и посмотреть на горы. И я как-то в последнее время откладывал эту поездку, потому что погода в тех краях была, мягко говоря, не очень. Там и температура довольно низкая, и постоянно идут дожди. Но ввиду того, что в последнее время ухудшается ситуация с пандемией и, возможно, с похолоданием нас ждет очередной карантин, мы решили надолго не откладывать эту поездку и поехать, несмотря на погоду. Впереди нас ждет несколько тысяч километров пути, мы собираемся проехать по таким городам, как Вена, Зальцбург, Хальстад, Инсбрук. И если останется время, мы хотим еще заехать в Северную Италию, посмотреть на Доломиты. Наш планируемый маршрут проходил через несколько европейских стран. Из Кракова мы через Чехию отправились прямиком в столицу Австрии – Вену. Оттуда мы планировали проехать через такие австрийские города, как Хальштадт, Зальцбург и Инсбрук. После Инсбрука мы собирались повернуть на юг и отправиться в итальянскую часть Доломитовых Альп. Очень живописный регион. В общей сложности это около 1200 километров пути и приблизительно столько же в обратном направлении. Но уже в Чехии у нас кое-что пошло не по плану. В общем, случайно повернули не туда, точнее мы не повернули туда, куда нужно, а поехали прямо, и в итоге закончилась внезапно трасса, и мы оказались в каком-то местном чешском селе. Точнее, это не село, это, скорее всего, городок такой небольшой, но очень провинциальный. И, в общем, когда едешь по трассе, ты этого всего не видишь, видишь просто хорошую европейскую дорогу, а здесь прям чувствуется колорит, прям местные жители оборачиваются на машину, смотрят, кто приехал, такое ощущение, как будто они здесь всех знают, и когда приезжает кто-то чужой, не местный, они сразу это видят. Но что интересно, что даже в таком вот селе, вот эта вот дорога между поселками, она вот ровная. Дорога в хорошем состоянии, и в принципе по ней можно ехать, не боясь, что влетишь в какую-то яму. Кстати, насчет полетов. В Чехии, как в принципе и в остальной Европе, распространены полеты на компактных самолетах. Причем летают не только сами пилоты чисто для удовольствия, но и очень часто это авиаэкскурсии над замками Чехии. Да и над Прагой тоже можно полетать по довольно доступным ценам. То ли из-за ремонтных работ, то ли из-за ограниченного автодвижения между странами Европы, основная трасса из Чехии в Австрию была закрыта. Поэтому пришлось немного объехать и въезжать в Австрию по другой трассе. Но в итоге мы успешно добрались до нашей первой остановки. Немного, конечно, в Чехии пришлось поискать путь к границе с Австрией, но наконец мы в Вене. На самом деле, это кадры из нашей предыдущей летней поездки в Вену. В этот раз город выглядел немного иначе. Из-за отсутствия большого количества туристов и начинающегося дождя, улицы города были, мягко говоря, немноголюдными. Вообще, Вена сам по себе очень интересный и привлекательный город. Но расположен он на довольно плоской части Австрии, так что для того, чтобы увидеть более интересные ландшафты, необходимо ехать на запад, навстречу горам. Поэтому, поужинав, мы отправились в отель для того, чтобы завтра пораньше отправиться дальше в путь. Ну что ж, мы вчера приехали в Вену практически под вечер, и на самом деле у нас в планах здесь надолго не задерживаться, потому что мы, в принципе, уже были в Вене в летнее время. Об этом на канале, кстати, есть отдельный влог. И в эту поездку нас больше интересует горная часть Австрии, поэтому на сегодня в планах у нас сделать чекаут, найти место, где позавтракать в городе, и после этого отправиться дальше.
Как только на горизонте показались горы, начало слегка дождить. И вот под такой погоде мы доехали до горного озера Хальштаттерзее и одноименного городка. В общем, это один из красивейших городов Австрии, Хальстад. Единственное, что погода здесь, конечно, сейчас не очень. Не говоря уже о том, что холодно, сейчас просто идет дождь. Хотя, в принципе, туристы гуляют с зонтами без проблем. Но здесь, конечно, нереальная красота. Несмотря на свой небольшой размер, городок Хальштадт обычно довольно туристичен. Здесь вы оказываетесь среди природных красот, таких как горное озеро, сами горы, водопады и луга. Но чаще всего туристов сюда привлекает открыточный вид, который, скорее всего, и вы видели не раз. Вот, в общем-то, тот самый вид с открытки с Австрии. Погода, конечно, немного не та, но ту точку мы нашли. На самом деле город красив в любую погоду, будь то жаркое лето, снежная зима или даже вот такая дождливая осень. И несмотря на всю туристическую направленность городка и, казалось бы, сказочность, это абсолютно обычный город. И в этих цветных сказочных домиках живут обычные люди. Именно поэтому здесь, кстати, очень настоятельно рекомендуют не использовать дрон и не снимать городок с воздуха, чтобы не нарушать приватность местных жителей, заглядывая им в окна. Что касается ночлега для туристов в городе, то он очень недешевый даже в эти не совсем туристические времена. За ночь в отеле придется выложить от 150 до 200 евро. Поэтому я рекомендовал бы не останавливаться в самом городе, особенно если вы здесь на машине. В округе есть несколько очень симпатичных вариантов. Один из них мы и выбрали для ночевки. После Хальстада мы остановились в такой небольшой деревушке под названием Гёсау, и здесь мы арендовали на ночь буквально одну комнату, но нам в итоге предложили большие апартаменты с 2 кроватями и даже своей кухней. 2 двойных кровати, вот такой вот интересный бабушкин скатерть, бабушкин комод. Вот есть своя кухня с микроволновкой, плитой и даже душ. Если честно, то как за 45 евро, по-моему, просто обалденные апартаменты. То есть понятно, что здесь все в таком деревенском стиле, но это 45 евро в Австрии. Но главной фишкой этого места была, конечно же, не цена, а то, что мы увидели утром за окном. Вчера вечером, когда мы приехали в Гёсау, нас встретила такая милая женщина, поселила нас на нижнем этаже своего дома, в больших таких апартаментах. И, в общем, она была очень милая, даже говорила немного по-английски, что на самом деле редкость в Германии, особенно для людей старшего возраста. И, в общем, утром, когда мы проснулись и увидели этот вид, это просто что-то. Смотрите, какая здесь красота. Вот на тех горах наверху снег, а на полях пасутся коровы. И я, конечно, представляю, что здесь летом, когда тепло и ясное небо, но даже в такую погоду здесь просто как-то сказочно. Поселок Гёсау вместе с несколькими другими находится в долине и со всех сторон окружен горами.
И в то время как в самой долине плюсовая температура и на полях зеленая трава, на верхушках даже самых невысоких гор может лежать снег. А еще я иду вот по дороге, и из мимо проезжающих машин местные со мной даже здороваются. Улыбаются и здороваются. Ну, на самом деле в такой маленькой деревушке неудивительно. Все друг друга знают, ну и гостей тоже встречают с улыбкой. Из-за тумана и облаков окружающих долину гор практически не видно. Но весь этот туман только добавляет городку антуража. И, конечно же, лучший вид открывается сверху. Вообще, конечно, Госау это не просто деревушка посреди гор, непонятно где. Здесь неподалеку находится горнолыжный курорт. Но сейчас, конечно, еще не сезон. Но люди все равно приезжают покататься в горах на велосипеде, пока нет снега. Поэтому, в принципе, эти все гостиницы пользуются популярностью. В Гозау у нас была только ночевка. И мы не планировали проводить здесь много времени. Поэтому утром, по-быстрому собравшись, мы отправились дальше в сторону Зальцбурга. Оказалось, что в ближайшие несколько дней практически во всех городах Австрии ожидались дожди. И мы, недолго думая, решили повернуть в сторону Италии и Доломитовых Альп, где не предвиделись осадки и температура была гораздо выше. В этом и есть огромный плюс автопутешествий. Ты можешь в любой момент поменять свои планы и повернуть в совершенно другую сторону. И, честно говоря, виды, которые открываются с автобана в Альпах, были очень многообещающими. Мы сейчас повернули от Инсбрука в сторону Италии. Осталось 100 километров до Доломитов. И, если честно, мы остановились зайти в Макдональдс и только потому, что этот Макдональдс с офигенным видом на горы. Здесь, в принципе, всю дорогу едешь, и здесь просто обалденные виды. Мало того, что горы, на склонах этих гор еще есть такие зеленые поляны, на которых деревушки и дома. Просто обалдеть. Вот так выглядят места в этом Макдональдсе. Прямо с панорамным видом на горы. Ради такого вида не грех и чизбургер съесть. Конечно же, меры безопасности. Можем идти. Вы можете это представить? Ну как? Нет, ну еще бы они в такой локации сделали Макдональдс и без вида, без панорамных окон. Кто вообще мог бы додуматься взять и просто вот со стороны обрыва поставить стенку, а окна сделать на трассу?
По мере приближения к Италии снега вокруг становилось все меньше, а зелени на горах больше. Да и по самой дороге чувствовалось, что мы плавно спускаемся с гор вниз. Кстати говоря, за красивые виды пришлось заплатить, так как проезд по участку дороги от Инсбрука до Италии стоит 10 евро. Остальные же дороги в Австрии оплачиваются покупкой виньетки, которая цепляется на лобовое стекло. А вот в Италии виньеток нет, поэтому нужно будет платить прямо на автобане. И проезд по Италии обошелся дешевле, чуть больше 5 евро. В Италии мы решили остановиться в городе неподалеку от трассы, который называется Больцано, откуда утром отправиться в самое сердце Доломитов. Мы приехали в регион Доломитовых Альп, это Италия, небольшой городок под названием Больцано или Бозен, по-моему, Бозен, да, если говорить по-немецки, Больцано по-итальянски. И здесь у нас ночевка, после чего мы отправимся дальше в горы, но для начала нужно разобраться, во-первых, где мы ночуем, а во-вторых, что делать с парковкой, потому что мы остановились на паркинге, который вроде как бесплатный, но непонятно, можно ли здесь оставить машину на ночь. Больцано оказался очень небольшим городишкой. Его центр можно обойти за пару часов. Из основных достопримечательностей здесь красивые виды с горами на фоне и музей археологии, в котором находится старейшая мумия человека, найденная в Европе. Ей более 5000 лет. В общем, здесь мы также не стали задерживаться и на следующее утро собрались двигаться дальше. В общем, покидаем мы город Больцано и сюда не планируем больше возвращаться. Если честно, то, как по мне, с туристической точки зрения, здесь в этом городе делать особо нечего. Ну, то есть здесь есть вот этот музей, в котором находится откопанный неандерталец, которого нашли где-то здесь в горах. И это, наверное, самая основная достопримечательность, которая привлекает в город туристов. Здесь есть еще за городом канатная дорога, и в принципе город окружен горами, и это довольно красиво выглядит. Но, как по мне, я бы сюда не приезжал. То есть, если вы прилетаете в аэропорт, окей, можно здесь переночевать и ехать дальше, но целенаправленно ехать в этот город, наверное, не стоит, потому что в Доломитах среди гор есть отличные гостиницы, отличные резорты, курорты, где можно остановиться с классным видом. Возможно, чуть-чуть дороже, но, тем не менее, там стоит остановиться. Мы же сейчас собираемся поехать в торговый центр здесь недалеко, позавтракать, взять с собой что-нибудь из еды и отправимся смотреть, что же собой представляют Доломиты. От Больцано до следующего горного поселка, в котором становится действительно красиво, всего 36 километров. Поэтому можно особо не спешить и как следует насладиться видами. Добравшись до городка под названием Артисей, я осознал, что мы оказались довольно высоко в горах. Температура здесь ниже, а наша машина на летней резине. Но я все равно попытался подняться по узкой дорожке на одну из гор. Итак, мы поднялись немного вверх. Здесь остается еще около 10 километров, чтобы доехать до той смотровой площадки, куда мы хотели добраться. Но здесь уже на дороге, во-первых, снег, а во-вторых, лед прямо на дороге. Все-таки на летней резине я бы не рискнул ехать вверх. Тем более, что потом, если вдруг окажется, что нет другого спуска, нужно будет спускаться вниз по этой же снежной дороге. Короче говоря, на эти смотровые площадки лучше все-таки подниматься либо на канатной дороге, либо пешком, если хочется пройтись в гору 10-11 километров, как хайкинг, тоже очень неплохо. Наверное, сейчас мы развернемся, спустимся вниз и поедем до тех мест, куда можно добраться машиной, а потом подумаем, куда конкретно мы хотим пойти пешком или подняться на фуникулере. А пока пару кадров вот этого вот снежного пика и деревушки внизу.
Осознав, что везде на машине проехать не выйдет, мы отправились прямиком в отель, который забронировали на ближайшие дни. И уже оттуда решили планировать наши маршруты. Самое смешное, что и основная дорога, которая идет к нашему отелю, которую я забронировал на следующий день, она тоже поднимается вверх, и здесь тоже начинается снег. Здесь, по сути, везде снег. Единственное, что температура выше нуля, и льда на дороге нет, но мы еще не поднялись на самый верх. Нам еще предстоит подъем, ну не на самую верхушку, но, по крайней мере, вокруг этой горы. Если честно, то где-то вот с этого момента начинаешь практически постоянно кайфовать от того, что видишь. Наверное, словами не очень удастся передать свои впечатления, поэтому просто предлагаю взглянуть на эти кадры. Куда-то вот туда нам нужно спуститься. Мы поднялись до самой верхней точки, перевалили через перевал, и теперь нужно спускаться куда-то в ту долину. Там у нас отель. И прикольно то, что внизу, буквально несколько километров назад, было все зеленое, зеленые долины, снег был только где-то на верхушках. Теперь мы въехали в место, где все покрыто снегом. При этом температура такая +1, +2. Снег не тает, но при этом довольно тепло. Когда нет ветра, очень тепло. И такое ощущение, как будто ты попал в какое-то сказочное такое королевство снежное. Причем я так смотрю, вот насколько видно горы, они все покрыты снегом. Не знаю, если там еще зеленые долины и где находится наш отель. Все похоже заснежено. Так что, в принципе, уже можно брать лыжи и борды и идти кататься. Спустившись с перевала, мы практически сразу уткнулись в наш отель, которых, кстати, здесь хватает. В октябре они по большей части пустуют, но зимой здесь все полностью забронировано лыжниками. На следующий день мы решили исследовать окрестности. И в первую очередь отправились в самый центр региона, в городок под названием Кортина д'Ампеццо, до которого по выбранному пути было всего каких-то 50 километров. В общем, нужно сказать, что здесь в Доломитах доехать куда-то быстро практически невозможно, потому что, казалось бы, ты едешь 50-60 километров до какого-то населенного пункта, но каждые несколько километров попадается какой-то настолько обалденный вид, что ты обязательно останавливаешься, чтобы посмотреть, а если ты еще снимаешь, то обязательно нужно остановиться, потому что через окно машины все-таки не то. В общем, виды открываются классные практически по всей дороге. Но мы отъехали буквально 5 километров от отеля. Надо ехать дальше. В общем, где-то на полпути мы оказались на очередном перевале.
на 2160 метрах, который, конечно же, в это время года покрыт снегом. Здесь даже есть небольшое озерцо, которое замерзло. Как правило, на каждом таком перевале есть стоянка для авто, ресторан, а иногда даже и отель. Ну а после спуска с перевала до места назначения оставалось совсем немного. Нам почти удалось, мы почти доехали до города, но буквально в 5 километрах мы выезжаем на вот такой вот вид. Ну вот просто как можно здесь не остановиться? В Доломитах удивляет то, что это не сплошной горный массив, покрытый льдом и снегом. Почти за каждым вот таким горным хребтом найдется зеленая долина, в которой расположена какая-нибудь итальянская деревушка. Никогда не знаешь, что откроется твоему взгляду за очередным поворотом. Мы приехали в город Кортино ди Ампрезо, могу как-то немножко неправильно произносить, потому что название на итальянском. И здесь, кстати говоря, все ходят в масках, поэтому мне нужно будет одеть мою. Но пока никого нет, расскажу вам по-быстрому, что это тот город, куда стоит приезжать, когда вы приезжаете в Доломиты. Отсюда расходятся дороги в разные стороны, на разные пики, в разные долины. Собственно, много хайковых троп именно отсюда. И поскольку большинство гор заснежено сейчас, хотя это не характерно для октября, хозяин отеля сказал, что бывает, выпадает снег, но это буквально пару дней в месяц, так чтобы прям все замело, это редкость. Поэтому мы, скорее всего, по снегу не будем ходить на хайкинг, но по некоторым симпатичным, красивым местам постараемся проехать и что-то вам показать. Город Кортино д'Ампезzo – это небольшой город, всего на 6 тысяч жителей. Но здесь в 1956 году проходили зимние Олимпийские игры. И интересно, что в 2026 году планируют их снова провести именно здесь. Отсюда очень удобно добираться до многих достопримечательностей Доломитов. Например, всего в 40 километрах находится довольно известное озеро Браес. Такое вот горное озерцо с лодками. Конечно, в наш приезд здесь было все заснежено и довольно прохладно. Зато практически безлюдно и умиротворенно. На следующее утро в районе нашего отеля также выпал снег. И мы решили попытать счастье и добраться еще до одного популярного места в Доломитах. И, конечно же, по пути наткнулись еще на несколько красивейших мест. Таких, например, как озеро Миссурино. Вот, в общем-то, еще одно озеро, не такое популярное, которое буквально недавно завалило снегом. Еще буквально неделю назад смотришь в Инстаграме, здесь все было зелено, люди катались, вон там еще катамараны, можно было кататься по этому озеру. Но сейчас прохладно, сейчас градуса 4 тепла. И, в общем-то, все равно симпатично, тут вокруг горы, там такие невысокие вершины, с той стороны прям такой снежный хребет. В общем, оказалось, что на самом деле это довольно популярное озеро, расположенное в очень живописном месте. И всего в 9 километрах от того места, куда мы хотели доехать.
Приехали в одну из популярных точек здесь, в Доломитах. Если получится, я сейчас выговорю ее название. Если нет, то вот тут будет надпись, как она называется. Trecime di Lavaredo. Trecime di Lavaredo. Я, может быть, что-то неправильно произношу, но как-то так пишется. И, в общем-то, место настолько популярное, что въезд сюда стоит аж 30 евро. При этом идти пешком можно абсолютно бесплатно. И народ, в принципе, ходит на хайкинг. Единственное, что до того места, ради которого все сюда и приезжают, идти 1,5-2 часа. 1,5 часа туда, 1,5 обратно, плюс там полчасика хотя бы. Это 3,5 часа времени. До заката у нас осталось 2, поэтому, скорее всего, мы в ту точку не пойдем, но пройдемся буквально немного и посмотрим на горы вокруг. Резюмируя нашу поездку по Доломитам, могу с уверенностью сказать, что мы увидели столько всего интересного и при этом не увидели ничего. Здесь есть еще столько мест, которые можно для себя открывать, и вершин, которые можно покорять. И если честно, то мы уже решили сюда однозначно вернуться летом, когда дни будут длиннее, а большая часть заснеженных полей будет зелеными. Так что, если хотите увидеть Доломиты летом, то подпишитесь на канал. Я обязательно буду делать видео в следующей поездке, и думаю, что красот будет еще больше. Ах да, я же вам еще не показал, какие здесь бывают закаты. Вот тот самый вид, который я так давно искал. Мы ездили везде снег, никаких зеленых полей, и вот наконец-то вот оно, зеленое поле, вот там деревушка. И вот на фоне горы, Доломиты. Не заснеженные пики, просто горы. Это на самом деле то, что я хотел здесь увидеть в Доломитах, но мы приехали как-то в основном попали на снег. Здесь же и гораздо теплее, и вид потрясающий.